Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы готовим суп харчо по-домашнему. Посмотрите только, какая красота! Горячий, ароматный суп харчо. Именно такой, каким он должен быть. Это более простой вариант классического харчо, без экзотических ингредиентов, зато с душой и любовью. Нам понадобится мясо, картошка, лук, рис, чеснок, растительное масло, соль, перец и свежая кинза. Вот и все. Минимум продуктов, максимум тепла и вкуса. Начинаем, как и полагается, с мяса. Заливаем его водой, добавляем половинку луковицы и ставим на плиту. Пусть оно варится медленно, без спешки. Именно так рождается настоящий насыщенный бульон. Когда вода закипит, аккуратно снимаем пену, ведь чистый бульон – это основа любого вкусного супа. И аромат уже наполняет всю кухню. Через 1,5 часа мясо становится мягким, нежным, буквально тает во рту. Достаем его, даем чуть-чуть остыть. А сам бульон процеживаем, чтобы он был чистым. Теперь обжарим лук. Режем его мелко и отправляем на сковороду с растительным маслом. Он шипит, золотится, и в этот момент на кухне появляется тот самый домашний аромат, который невозможно спутать ни с чем. Добавляем немного черного перца. Он раскрывает вкус и делает запах еще богаче. Пока лук подрумянивается, подготовим остальные ингредиенты. Промоем рис, чтобы суп получился прозрачным. И нарежем картошку. Нарезаем мясо кусочками и возвращаем его в наш бульон. Добавляем картошку, рис, немного соли. Когда все сварится, вводим обжаренный лук. И, наконец, самое душевное – свежая кинза и чеснок. Добавляем их уже в самом конце, когда суп почти готов, чтобы сохранить аромат свежести и немного остринки. Посмотрите, какой он получился наваристый, сытный.
Каждый кусочек пропитан ароматом, каждая ложка – это маленький праздник. Харчо – это не просто еда, это уют, забота и тот самый вкус, к которому всегда хочется возвращаться. Попробуйте приготовить, и пусть ваш дом наполнится этим ароматом тепла и любви. Спасибо, что были с нами. Готовьте, пишите в комментариях, как вам понравилось. До свидания, до скорой встречи в следующем видео. Пока-пока.